Здравствуйте, друзья! Амазонки существовали на самом деле? И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Предания греческой старины, донесенные до нас Гомером и Геродотом, повествуют о племени амазонок, дев-воительниц, некогда живших на берегах Черного моря в дебрях Скифии далекой. В их царстве не было места мужчинам. Смелые и безжалостные, они сражались у стен Трои против греков. Легенда ли это, имеющая реальное основание, или досужая сказка? Или грекам довелось встретиться с племенем, жившим по законам матриархата, и встреча так поразила их, что мы и теперь, 3000 лет спустя, повторяем древнюю быль, которая в наших устах давно превратилась в небылицу. Дикарка мне бессвязно и надменно сказала, что она Пентеселея, царица амазонок, и ответит нам содержимым своего колчана. Г. фон Клейст, Пентеселея. 300 дев в поисках главного героя. День весны, берег моря, позади лежит полмира, покоренного им, героем. Он устал, он добился всего, о чем мечталось. К нему приближается слуга. Прибыла какая-то знатная дама. Кивок головы – жест победителя. Пусть войдет. Что ж, он привык к почитанию. Но чужестранка приехала не одна. Перед домом спешилась свита. В ней 300 юных и храбрых дев. Герой удивленно обводит взором эту толпу. До чего же их вид необычен. Еще диковиннее то, что случилось дальше. Представ перед героем прекрасная гостья, бесстыдно мерит его взглядом. Как же он мал и тощ, недовольно бросает она. Ибо все варвары чувствуют уважение к внушительной фигуре, думая, что лишь особенная стать делает человека равным богам. Тут же гостья добавляет, зачем прибыла сюда. За ребенком. Героем был Александр Македонский. Завоевав половину известного ему тогда мира, он стоял лагерем на южном берегу Каспийского моря. Чужестранку звали Фалестрис. Она являлась царицей, правившей всеми живущими между Кавказом и рекой Фазис. Но весь облик ее так не подобал ее сану, что удивлял любого. Короткая юбка, завязанная над коленями узлом. В руках легонький щит в виде полумесяца. Левая половина груди обнажена. Она была царицей амазонок, племени, жившего на берегах Черного моря, и желала зачать от героя дочь, ибо той надлежало родиться лучших царских кровей. Александра изумила необычная просьба, но он ответил согласием. 2 недели длилось празднество, которому предавались все 300 амазонок и лучшие македонские воины. Было же в те дни все, что допускают помышления. И пьянство, и танцы, и любовь, кои предавались в темноте, едва найдя друг друга. Затем Фалестрис отправилась в свое царство, а Александр в Парфию. Этот поразительный эпизод из жизни великого полководца привел автор истории Александра Македонского, римский писатель Курций Руф, живший 4 века спустя. По его словам, встреча с царицей амазонок состоялась в 330 году до нашей эры. Однако другой, более известный биограф македонского царя Ариан так оценивает сказание о встрече Александра с амазонками. Обо всем этом нет ни слова ни у одного писателя, рассказу которого о таком исключительном событии можно было бы поверить. Я же не думаю, чтобы племя амазонок сохранилось до времени, предшествующего Александру. Очевидно, встреча и впрямь оказалась плодом фантазии пресыщенного жителя Рима, любителя хлеба и зрелищ. Настоящие амазонки, если они и жили в самом деле, то на много столетий раньше. В эпоху Александра Македонского история о них уже казалась легендой. В их сказочное царство верили не больше, чем в какую-нибудь державу царя Гороха, поскольку оно давно исчезло с лица земли. Их царицы погибли в сражениях. Их потомки скрылись в отдаленных уголках Азии и Северной Африки. Остались лишь предания и мифы, путевые записки и военные хроники.
Правда, еще памятники, монеты и даже названия городов. А вы верите, что амазонки существовали на самом деле? Напишите в комментариях. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!